Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сейчас мы с вами будем вязать 1/2 спинки нашей туники. У меня это схематично выглядит вот так. Как вы себе нарисуете? Может быть, вы воспользуетесь выкройкой в программе Knitstyler, и я не знаю. Но мне проще так. Я себе здесь все расписала, мне все ясно и понятно. Ширина моего низа 1/2 равняется 60 сантиметрам, то есть 176 петель. И я буду вязать одну сторону, равномерно делая убавки в каждом втором ряду по боковому шву, для того, чтобы образовался клин. На данный момент я буду вязать левую сторону, то есть слева у меня будет формироваться клин, для того, чтобы вам было видно. Правая часть у меня, которая находится сейчас на игольнице справа, она никаких изменений здесь не будет. Я буду вязать ровно до выреза горловины. Итак, я набрала набросовую нить 176 петель, ввела их в работу, провязала бросовой нитью и основной нитью сделала обвитие петель. Как вам оформлять низ, тоже подумайте, придумайте заранее. У меня будет просто обвитие. Я повяжу, а потом уже, возможно, когда все изделие будет готово, я сделаю обработку крючком. Просто пройдусь, наверное, тамбурным швом. Еще пока не решила. Итак, мы помним, что мы вяжем, делая убавки в каждом втором ряду. Итак, поехали. Я провязала первый ряд. И провязываю второй ряд. Когда у меня каретка находится с правой стороны, слева я начинаю выполнять убавки. Убавки я буду делать трехигольным декером. То есть снимаю 3 петли и переношу на один игольный шаг вправо. Здесь все стандартно, ничего нового здесь нет. Я думаю, все это умеют делать. Снова провязала 2 ряда. Снова с левой стороны я формирую убавку. Снова. То есть такая монотонная работа. И так я буду вязать ровно до 213 ряда. У меня как раз убавки рассчитаны, что у меня идет 107 убавок в каждом втором ряду. Это 214 ряд. В 213 у меня будет ввязываться пройма, также с левой стороны. Поэтому я сейчас вяжу до 213 ряда, выполняя убавки слева. И потом мы с вами встретимся на вязании проймы. Итак, я сейчас нахожусь на высоте 202 ряда, и вы можете увидеть, насколько я уже сделала убавки. То есть я уже от центра ушла вправо. Мне осталось еще 6 убавок. Я также продолжаю их выполнять. И вот у меня на счетчике 214 ряд. И получается, что одна иголочка вот у меня лишняя осталась. Я ее сейчас посчитаю и уберу в пройму. Пройма. На пройму у меня приходится 14 петель. Большие участки, там где 3 петли, 2 петли, я буду закрывать с помощью частичного вязания. Там где единички, я буду закрывать их просто декером. Итак, каретка у меня с правой стороны. Я настраиваю ее на частичное вязание. И смотрю, с левой стороны у меня уже закончились убавки, у меня начинается пройма. Мне необходимо 2 раза вывести по 3 петли. Вывожу 3 петли, провязываю ряд, делаю обвитие. Здесь все в принципе стандартно. Снова вывожу 3 петли, провязываю ряд, делаю обвитие. Дальше мне необходимо вывести 2 раза по 2 петли. Я перевешиваю груз, вывожу 2, делаю обвитие и
еще раз вывожу 2. Делаю обвитие. Провязываю ряд. Затем я отключаю рычаги частичного вязания. Провяжу сейчас сглаживающий ряд на этих 10 иглах и закрою их за один прием. Провязала. Закрывайте любым удобным для вас способом. Главное, не стягивайте. Так, 4, 6, 8, 9, 10. Я закрыла 10 петель. Теперь то, что я закрыла, я, естественно, убираю с зубьев машины. И смотрю. Вот она, моя скругленная линия проймы. Я вешаю груз. И дальше в каждом втором ряду мне необходимо закрыть еще 4 раза по одной петле. И это я буду делать с помощью трехигольного декера. Провязываю 2 ряда. Беру в руки декер, снимаю 3 петли, переношу на один игольный шаг вправо. Снова 2 ряда. Делаю вторую убавку. Провязала 2 ряда, делаю третью убавку. Провязала 2 ряда, делаю четвертую убавку. И помните, одна петля у меня была лишняя, поэтому у меня будет еще одна 5-я убавка. И я делаю 5-ю убавку. Все, на счетчике у меня 233 ряд. В 295 ряду мне будет необходимо выполнить вырез горловины и одновременно скос плеча. Дальше я вяжу ровно, вы вяжете также, и мы встречаемся с вами на 295 ряду. Итак, я довязала до 295 ряда и теперь одновременно начинаю оформлять свою горловину и скос плеча. На горловину у меня приходится 36 петель, на плечо 18 петель. Плечо я буду выводить один раз 6 петель и 3 раза по 4 петли в переднее нерабочее положение. По горловине 4 раза по 9 петель. Итак, так как у меня сейчас каретка находится слева, я первым начинаю формировать вырез горловины. Горловина у меня находится справа. Я включаю рычаги частичного вязания и смотрю на свою горловину. 4 раза по 9 игл. Выдвинула, провязала ряд, сделала обвитие. Со стороны плеча выдвигаю 6 игл. Провязала ряд, сделала обвитие. Со стороны горловины снова 9 петель. Ряд, обвитие. Со стороны плеча у меня дальше идет по 4 петли 3 раза. Раз. Обвитие. Здесь снова 9. И у меня осталось совсем немножечко петель. Провязала ряд, сделала обвитие. Здесь снова 4 со стороны плеча. Ряд, обвитие. Со стороны горловины 9. Провязала ряд, сделала обвитие. Теперь я введу иглы плеча в работу, провязываю сглаживающий ряд, отключаю рычаги частичного вязания и провязываю ряд вправо. Все, 1/2 моей спинки готова. Сейчас я закрою все петли и вернусь к вам, покажу, что у нас получилось. Итак, я к вам возвращаюсь, чтобы показать, что получилось. Я отпарила деталь, отметила здесь начало плечевого скоса. Это у нас вырез горловины.
пройма. Я еще пока не убирала по низу изделия бросовую нить. Она у меня так и болтается на бросовой нити. И даже уже если посмотреть, то видно, насколько вниз уходит угол нашего изделия. То есть там, где мы делали убавки в каждом втором ряду. Получилась такая симметричность. Конечно же, вам на камеру тяжело это все показать. Но потом я обязательно покажу все на себе. Дальше мы будем вязать вторую часть спинки. Она будет вязаться у нас также, но зеркально. И такой момент. Я буду эту модель вязать и соединять в процессе. То есть, если я разверну сейчас изнанкой к себе, я смотрю, что с левой стороны у меня был скос и формировалась пройма. Соответственно, на следующей детали у меня будет с правой стороны формироваться скос, пройма, с левой стороны будет горловина. И вот со стороны горловины я сейчас буду навешивать каждую межузелковую протяжку на крайнюю иглу моей игольницы. Я сейчас наберу петли и вернусь к вам, покажу, как мы это будем делать. Итак, теперь у нас начинается самый интересный момент. Я набрала петли обвитием также. И получается, что вы сейчас будете видеть только левую сторону изделия. С правой стороны я также в каждом втором ряду буду формировать убавки. А вот слева я буду соединять наше полотно. Я поворачиваю полотно изнанкой к себе и беру центральную его часть, то есть центр. И нахожу первую межузелковую протяжку. То есть вы видите, есть узелки и есть протяжки между ними. Так вот, я беру именно протяжку и надеваю ее на крайнюю иглу. Провязываю 2 ряда. И не забываю, что в каждом втором делаю убавку. Сейчас с правой стороны я делаю одну убавку. А с левой стороны надеваю следующую межузелковую протяжку. Можете за одну дольку, можете за 2, как вам удобно. Я за 2 дольки беру и надеваю на крайнюю иглу. Снова провязываю 2 ряда. Каретка справа. С левой стороны я снова надеваю межузелковую протяжку на крайнюю иглу. Справа я все так же делаю убавку. Снова слева беру следующую межузелковую протяжку и надеваю на крайнюю иглу. Справа формирую убавку. Справа формирую убавку. Так. Сейчас, секунду, вернусь к вам. Справа сделала убавку, слева снова надеваю протяжку. Для чего я это делаю? Для того, чтобы деталь соединить в процессе. Не хочу потом сшивать, а так по центру будет декоративный шов, который будет иметь такой, знаете, вид змейки. Одна петелька будет смотреть влево, другая будет смотреть вправо. И таким образом вы будете поступать каждые 2 ряда. Ровно до тех пор, пока не дойдете до выреза горловины. Когда мы дойдем до проймы, справа я сформирую пройму. Ну, а когда дойдем до горловины, мы соединим последнюю протяжку и дальше отдельно пойдем вывязывать горловину и плечо. Я сейчас немного повяжу за кадром и потом покажу вам, что у нас получается. Итак, я сейчас нахожусь на высоте 84 ряда. Я вам просто хотела сейчас показать шов с лицевой стороны, как он у нас получается. И еще такой один важный момент. Если вы начали подхватывать межузелковую петлю за 2 дуги, то так и продолжаете. Либо наоборот. Давайте я покажу поближе еще раз. Смотрим. Узелок, узелок, узелок. Между ними протяжка длинная.
Вот ее видно. Вот сейчас я взяла за 2 дуги, то есть видно вот 2 дуги. Так, фокус. Если вы будете брать за одну дугу, то и все изделие вы подхватываете за одну дугу. Если за 2, то все изделие за 2, чтобы у вас место соединения получилось одинаковым. Я сейчас постараюсь развернуть и показать вам, что получается. Это сделать очень сложно, потому что полотно еще висит. Ну, вот таким вот образом выглядит наш шов. То есть он такой, довольно-таки декоративный. Но если вам лень выполнять все эти действия, вы, конечно же, можете воспользоваться старым дедовским способом сшить либо трикотажным швом, либо крючком. То есть так, как вам будет удобно. Я сейчас аккуратно опускаю снова полотно обратно и продолжаю вязать все тем же способом. Слева навешиваю протяжку, справа делаю убавку. И так я вяжу до 214 ряда. В 214 ряду я начинаю выполнять с правой стороны пройму, а слева продолжаю навешивать свою кромочную иглу. Ну, давайте мы с вами встретимся на пройме. Итак, я сейчас нахожусь на высоте 202 ряда. То есть мне еще немножечко повязать, и у меня будет уже формироваться с правой стороны пройма. Ну а пока я продолжаю вязать, делая убавки справа и навешивая деталь спинки слева. Вы можете заметить, да, насколько меньше игл в работе у меня уже осталось, потому что убавок сделано более чем достаточно. И я не спеша потихоньку довязываю деталь спинки вторую. Итак, на счетчике у меня 212 ряд. Я навешиваю слева протяжку, справа делаю убавку. Провязываю ряд. Сейчас у меня каретка слева. Я включаю рычаги частичного вязания и с правой стороны начинаю формировать свою пройму. Для этого мне необходимо вывести в переднее нерабочее положение 2 раза по 3 петли. Вывожу 3 иглы. Провязываю ряд. Делаю обвитие. С левой стороны я продолжаю навешивать. Только иглу я уже не вывожу в переднее нерабочее положение, а просто задвигаю. Провязываю ряд. Снова вывожу 3 иглы с правой стороны. Сейчас я немного приподниму камеру, чтобы вам было хорошо видно. Вот так. Провязала ряд, сделала обвитие. С левой стороны я снова надеваю одну межузелковую протяжку. Провязала ряд. Теперь мне необходимо вывести 2 раза по 2 иглы в переднее нерабочее положение. Вывожу 2. Провязываю ряд, делаю обвитие. Слева не забываю присоединить деталь. И вывожу последнюю двойку. Провязываю ряд, делаю обвитие. С левой стороны надеваю протяжку. Провязываю ряд. Отключаю рычаги частичного вязания и провязываю сглаживающий ряд. Теперь за один прием я сейчас закрою эти 10 петель проймы. Чтобы не забыть, я сразу навешиваю межузелковую протяжку на крайнюю иглу. И приступаю к закрытию. Закрываю 10 петель проймы. Я закрыла последнюю 10-ю иглу, петлю, снимаю с нее петлю, убираю с зубьев машины то, что мы закрыли, перевешиваю грузик
И дальше продолжаю вязать ровно до 295 ряда. В 295 ряду у меня закончится навешивание деталей, потому что у меня там пойдет уже горловина. Ну, соответственно, все то же самое. Давайте немножко с вами повяжу. Ах да, у меня же еще пройма по одной петле 5 раз, которую я закрываю переносом петель трехигольным декером. Провязала 2 ряда. Слева навешиваю протяжку, справа делаю убавку. Это первая убавка. Снова провязала 2 ряда, сделала вторую убавку. И с левой стороны снова навешиваю межузелковую протяжку. Слева снова протяжка, справа третья убавка. Слева протяжка, справа четвертая убавка. Справа последняя пятая убавка. И слева также навешиваю петлю. Все, дальше я вяжу по прямой, только лишь навешивая в каждом втором ряду с левой стороны протяжку. То есть, когда каретка справа, со стороны противоположной каретки. Итак, я повторяю, что я таким образом буду вязать до 295 ряда. Ну, давайте в 290 ряду мы с вами встретимся. Итак, у меня сейчас на счетчике 290 рядов. Как и договаривалась, мы с вами встречаемся. Я навешиваю последние протяжки. И последнюю, самую последнюю протяжку я надеваю на счетчике 294 ряд. И дальше, смотрите, мы можем сразу начать выполнять наш вырез горловины. Для горловины мне необходимо вывести в переднее нерабочее положение 4 раза по 9 петель. Одна у меня уже есть, 2, 4, 6, 8, 9. Выдвинула. Навешивание мы прекратили, то есть мы дошли как раз вот до горловинки. Я провязываю ряд. Провязав ряд, я делаю обвитие. И справа начинаю выводить в переднее нерабочее положение петли плеча. Один раз, это у меня 6 игл. Вывела, провязываю ряд, делаю обвитие. Слева снова 9 игл. Провязываю ряд, делаю обвитие. Справа 4. Я здесь перевешу грузы, потому что основного большого груза внизу у меня нет. И продолжаю вязать. Снова 9 слева. Провязала ряд, делаю обвитие. 4 справа. Провязала ряд, делаю обвитие. 9 слева. Провязала ряд, делаю обвитие. Снова петли плеча подвожу в работу. Провязываю сглаживающий ряд, выключаю рычаги частичного вязания и провязываю ряд справа налево. И вот у нас получается, что последняя межузелковая протяжка, которую мы навесили на нашу деталь, провязалась вместе со всеми петлями в сглаживающем ряду. Сейчас я все это закрою, отпарю и покажу вам, что у нас получилось. Но уже даже на данном этапе, у меня полотно длинное, я могу вам немножко развернуть и показать. То есть вот таким вот образом выглядит место соединения. Но на отпаре нам будет, конечно же, лучше видно,
Поэтому давайте я сейчас за кадром закрою все петли, отпарю и покажу вам. Итак, девочки, я отпарила деталь. Сейчас попробую как-нибудь вам ее показать. Я, наверное, положу вот так подушечку свою любимую. На нее разложу нашу деталь, и вы посмотрите. Ну, сейчас, конечно, все показать вам не получится, но вы хотя бы посмотрите, как выглядит место соединения. Давайте я с камерой поиграю немножко. Вы уж меня простите. Итак, смотрим, что у нас есть. Вот она, наша пройма с одной стороны. Пройма со второй стороны. Выше поднимаю. Там завернулась. То есть одно плечико. Там второе. И по центру вот наша горловина, где мы соединились. И вот посмотрите внимательно на место соединения. Я не знаю, как вам, но мне оно очень-очень нравится. Постараюсь показать вам поближе. Смотрите. Так оно выглядит с лицевой стороны. Хотите, покажу изнанку. И вот так оно выглядит по изнанке. Хорошо с обеих сторон. Вы знаете, можно даже озадачиться и таким же способом соединить боковые швы. Либо навешивать в процессе, либо соединять крючком. Я, наверное, так и поступлю. И обработаю полым шнуром. И тогда у меня получится, что я свою тунику смогу носить как с лица, так и с изнанки. Ну вот, девочки, со спинкой мы закончили. Я с вами прощаюсь. И мы потом с вами встретимся на вязании переда изделия. Ну, я думаю, что вы и так догадались, да, что перед у нас будет вязаться также из двух деталей. За единственным исключением, что у нас будет вывязываться нагрудная выточка и будет глубже вырез самой горловины. Ну все, до новых встреч. Я жду вашей обратной связи. Надеюсь, что вам было полезно. Если было полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, до новых встреч.